Акварель и азиатская живопись. Смешанные техники. Рисуем дикую гвоздику. Сейчас у нас майские праздники, и у всех мысли в основном о гвоздиках. И я тоже не исключение. Моим любимым цветком из разновидностей гвоздик является именно дикая гвоздика, и сегодня мы будем рисовать именно ее. Набираем на кисть розовый цвет. Если у вас нет готового розового цвета, то смешайте белила с красным. И какими мазками мы рисуем цветок дикой гвоздики, его лепестки. Мы просто рисуем тонкие линии кончиком кисти, группируем их плотно рядом с друг другом. Значит, еще раз. Мы рисуем тонкие линии кончиком кисти, группируя эти линии плотно рядом друг с другом. И так мы получаем лепесток дикой гвоздики. Всего у дикой гвоздики 5 лепестков. За счет такого мазка мы и получаем очень красивые, как бы рваные лепестки дикой гвоздики. Продолжаем работать розовым. Теперь возьмем другой оттенок. Возьмем красный, но не яркий красный, а можно приглушить его белилами. Итак, те же самые мазки, тонкие линии, сгруппированные вместе по 5 лепестков, рисуем цветки другого оттенка. Для следующего цветка мы берем ярко-бордовый цвет и те же самые движения, только предлагаю поработать с эффектом сухой кисти. Кисть можно подсушить либо об салфетку, либо дождаться, когда кисть сама станет полусухой в процессе, отдавая краску и влагу. Сейчас нарисуем ярко-красные дикие гвоздики, полевые гвоздики. Берем ярко-красный цвет и продолжаем работать все в тех же мазках, все по тем же принципам. Мы еще вернемся ко всем этим цветам, чтобы дополнить их деталями. И нарисуем цветки еще одного вида цвета. Для этого бордовый цвет мы смешаем с белилами и продолжаем работать по прежнему принципу. Вот так цветки расположились на листе того формата, на котором я работала для той композиции, которую я хочу в конечном итоге получить. Начинаем заполнять цветки деталями. Работаем самым кончиком кисти. Расставляем точки по кругу в середине цветка на лепестках.
На розовых цветках работаем ярко-красным цветом. Можно взять и малую кисть, если вам так будет удобнее. На бордовых цветках мы повторяем ту же процедуру на лепестках, расставляя точки, но белым цветом. И на красных цветках, но не на самых ярких, а более блеклых, мы расставляем по кругу черные точки. Теперь, когда красный слегка на розовом подсох, мы возвращаемся туда и заполняем в середине еще один круг, но только уже белыми точками. Вернемся к бледно-красным цветам и вокруг черных точек поставим ярко-бордовые точки. Теперь заполним все серединки у всех цветков. Возьмем желтый и смешаем его с белилами, потому что сам по себе желтый весьма прозрачен, и поставим весьма хаотично точки в середине цветков, заполняя их серединку. Теперь переходим уже к цветоложам, стебелькам и веточкам, и также листьям. Берем оттенок зеленого и, нарисовав цветоложе, рисуем стебли и ветки. Мазок кисти – это линия от точки до точки. Чтобы получить тонкую линию, мы оказываем малое давление на кисть. Для того, чтобы получить более толстую линию, мы оказываем большее давление на кисть. Заполняем рисунок листвой. Берем оттенок зеленого, подходящий по цвету к стеблю, и рисуем дугообразные линии, начиная с кончика, затем более прижимая кисть. Подводим листья к стеблю. Поскольку эти гвоздики дикие и растут у нас в полях, поэтому среди них будет прорастать и всякая разная другая сорная трава. Для этого набираем оттенок зеленого. Оттенки зеленого лучше все время менять. И проводим длинные линии, начиная от кончика, и затем можно либо прижать кисть побольше, чтобы получить более толстую линию, либо все так же оставаться на кончике и получать тонкие линии. Рисуем их в разных направлениях и пересекаем, чтобы получить больше объема. И последние мазки кисти, которые мы нанесем, это заземлим наш рисунок. Нарисуем почву, наберем 1 или 2 оттенка коричневого на весьма водянистую кисть и просто оставляем отпечатки кисти, прижимая ее к бумаге и группируя эти отпечатки рядом с друг другом. Обозначим почву в нескольких местах рисунка. Это будут последние мазки. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе нарисовали.